Ого, вот это удачно я зашел. Огромный заброшенный завод. Смотрится все немного мистически. Его конвейеры остановились 10 лет назад. Вот так делают унитазы. Но внутри все сохранилось, словно люди только что ушли оттуда. Все, что можно здесь сказать, только вау, вот это да. Состояние этого места, этого объекта близкое к идеальному, близкое к рабочему. А вот этого я уж точно никак не ожидал здесь увидеть. Заброшенные цеха и оставленная техника. Все это и по сей день находится под охраной. Третий этаж тоже достаточно интересный. Он выглядит достаточно мрачновато. Вот это мне совсем не понравилось. Ну что ж, время раннее утро. Погода совсем не шепчет. На улице такое впечатление, что не южная весна, а промозглая осень или вообще зима. Я отправляюсь потихонечку на очередной завод. Заводик, к слову, полуживой и, в общем-то, даже охраняемый. Напичкан камерами. Ну, сейчас будем смотреть, какие тут перспективы. Этот завод является одним из крупнейших в Сербии. Именно поэтому за один раз я просто не успел все обойти и вернулся сюда спустя некоторое время. И в этом выпуске вы увидите кадры, снятые в разные времена года. Кроме того, он заброшен относительно недавно, в середине 2010-х, и все это время неплохо охранялся, за исключением случаев воровства самими охранниками. Историю об их темных делах я расскажу немного позже. А сейчас главное, что перед нами развернется панорама целой эпохи, застывшая в стенах этого предприятия. Всем привет, дорогие зрители! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Steppenwolf. Сегодня я хочу рассказать вам об одном очень масштабном месте, масштабы которого поразили даже меня. И не только масштабы. Еще это место поражает своей отличной сохранностью. Но давайте обо всем по порядку. Давайте сейчас вместе пройдемся по цехам этого завода и посмотрим все вместе. Итак, погнали! А начнем мы наш рассказ, пожалуй, с основного для этого предприятия цеха обжига. Здесь находятся огромные печи, где обжигалась керамическая продукция. И подавалась она на таких вот тележках, которые передвигаются по узкоколейке. А так выглядят печи с продукцией, которая подвергалась обжигу непосредственно изнутри. И еще для понимания масштаба, вот они печи. Длина их здесь составляет, наверное, больше 100 метров. В этом цеху находятся две печи. В одной мы видели с вами готовую продукцию, а вторая печь сейчас пуста. Вот она, пустая печь. По этой узкоколейке плавно передвигались керамические изделия, которые должны были подвергнуться обжигу. Прямо в цеху расположена раздевалка для рабочих. Здесь до сих пор остаются вещи, в которые переодевались сотрудники этого цеха. Вот чья-то куртка. Я так понимаю, что, скорее всего, это даже была не рабочая куртка, а куртка, в которой пришел человек сюда в цех, переоделся в рабочую одежду, и так эта куртка тут и осталась. Это торцевая часть цеха. Здесь находится эстакада, и вдоль этой эстакады тоже проложены узкоколейные пути, и тоже находятся тележки. Мне, к сожалению, я не очень хорошо разбираюсь в технических подробностях. Не совсем понятно, как осуществлялась перегрузка продукции, где пути пересекаются под прямым углом.
другая часть этого цеха. Здесь тоже все осталось. И рельсы, и тележки, на которых перевозили продукцию, и электрика. То есть, в принципе, конечно, состояние этого места, этого объекта просто, если не идеальное, тут, конечно, электрику немножко подпортили, к сожалению. Но все равно можно сказать, что состояние близкое к идеальному, близкое к рабочему. Забранен приступ неовлащенным лицам, то есть запрещен подход, запрещена работа людям, сотрудникам без допуска. Тут находится кран-балка, все тоже в рабочем состоянии, моторы, все полностью живое. Мы продолжаем передвигаться вдоль еще одного конвейера, который находится в соседней части цеха. И посмотрите, какие здесь еще были подполья. И мы вышли в такой замечательный коридорчик с теплым солнечным светом. Часть этих лучей проникает сюда, внутрь цеха. Смотрится все очень красиво, я бы даже сказал, немного мистически. И здесь же находится еще одна линия. Линия по обжигу продукции. Вот это очень интересная штука, это приводной механизм. Скорее всего, он перемещал эти тележки вдоль путей, либо выполнял еще какую-то функцию. А вот здесь вот обратите внимание, по центру кадра, прямо от входа на цех направлена видеокамера, камера видеонаблюдения. И надо сказать, что этот завод весь утыкан камерами, и расставлены они достаточно грамотно, чтобы человек, который не знает, что здесь ведется видеонаблюдение, так или иначе попал хотя бы под одну из камер. Здесь множество различных помещений еще идет параллельно основному цеху, где расположены печи, но они, к сожалению, все пустые, все уже прилично раздестроенные. В одном из цехов сохранился такой вот брутальный лифт с стальными дверьми и выход на верхний этаж. Можно сходить посмотреть, что мы там можем найти. Возможно, там какие-то административные помещения были, хотя сейчас об этом говорить сложно. Ого, посмотрите, какая конструкция. Какой-то конвейер, и он подавал что-то, что должно было бы здесь быть по технологии, он подавал в мешалку. Мешалка сейчас в разобранном состоянии, и мешалка такая тоже брутальная. Вот посмотрите, по сравнению с моими пальцами, размер корпуса этой мешалки. Огромный электрический привод ременной. Кожух, который сейчас снят, защитный кожух. Да, этаж, конечно, тоже очень интересный. Много различных приспособлений, много различных машин. К сожалению, я не знаком с технологией производства керамических изделий, но буду очень рад, если вдруг кто-нибудь из специалистов увидит это видео и напишет в комментариях, что же конкретно, какое оборудование, какую технику мы здесь могли видеть. Впрочем, я не могу определить назначение конкретных станков и устройств, но в целом процесс изготовления керамических изделий, несмотря на разнообразие видов керамики, имеет несколько общих основных этапов. Первый – это добыча и обработка сырья. Основным сырьем является глина, которая очищается от примесей и измельчается, после чего могут использоваться различные добавки, в зависимости от того, для изготовления каких изделий готовят сырье. Далее готовят керамическую массу, смешивая сырье с водой. Приготовленной массе придают требуемую форму. Этот этап может отличаться различными способами формирования. Сформированные изделия сушат для удаления из них излишней влаги. После сухие изделия обжигают в печах при высокой температуре от 900 до 1500 градусов и выше в зависимости от керамики. После обжига изделия при необходимости глазурируют, то есть наносят специальное стекловидное покрытие, которое придает изделию блеск, водонепроницаемость и декоративный вид. В общем, надо сказать, что второй этаж тоже достаточно интересный, и сохранность здесь тоже неплохая. Вполне возможно, что в этом помещении был именно вот этот вот конвейер, и, возможно, что-то для рабочих, но оно сейчас отсутствует. А вот и тот брутальный лифт. Вид сверху.
Здесь можно подняться и выше, на 3-й этаж. То есть получается, что вот это здание было 3-этажным. Здесь уже начала появляться какая-то растительность на полу, что не может не радовать на заброшках. Вообще подобные вещи всегда показывают, как природа берет свое, даже там, где всякие бетонные коробки. Надо сказать, что 3-й этаж тоже достаточно интересный. Здесь не так много техники, но зато он выглядит достаточно мрачновато, с таким мрачным шармом, что ли, можно так сказать. И посмотрите, к слову, о освещении, естественном освещении в цехах, на которые я очень часто обращаю внимание. Посмотрите, стеклоблоки, и были сделаны вот такие вот открывающиеся окошки для проветривания цеха. Особенно обратите внимание на засов. Немножко заводской панорамы из окна 3-го этажа. Многие цеха, к сожалению, уже сильно разрушены. А сейчас мы перенесемся в другую часть территории завода, где я побывал в предыдущий раз. Тогда я решил для начала использовать самый высокий заброшенный корпус, чтобы осмотреться и изучить территорию сверху. Судя по надписи, здесь находились какие-то печи. Ну и хорошая возможность смотреть сверху на территорию завода на предмет наличия камер, чопов и так далее. А вот мы сверху над этими емкостями. Если вам видно, там, где свет, там находятся камеры, направленные вдоль этого здания. Однако на рельсах вообще отсутствует готовая продукция. Запил на проволочку. Ну и, как всегда, любимое занятие — посмотреть календари. 2004 год. А вот похожая продукция. Коробки из-под старых видеокассет. А здесь даже что-то запечатанное. Похоже, распаечная коробка для электрической проводки. А там электрические шкафы, похоже, нетронутые. И очередная заводская раздевалка. Из вещей, конечно, мало что осталось, но все равно кое-что можно увидеть. Например, различная обувь, чья-то старая куртка, теплая, по-моему, куртка. Еще обувь, причем здесь, наверное, у хозяина этого шкафчика стояло несколько пар обуви, судя по разным кроссовкам, оставшимся сейчас в его шкафчике. И душевые с туалетами. Точнее, здесь были не туалеты, а только душевые и раковины. Остался даже бак, бойлер для нагрева воды. И еще одно помещение, уже административное и административно-хозяйственное. Может быть, здесь была лаборатория. Судя по вот этой большой раковине, это явно была не ванная, не туалет, но в то же время здесь присутствует такая типичная для Югославии раковина. А вот и еще один лифт, только мне кажется, уже пассажирский. Табличка на нем висит: запрещено использование лифта. Но мне кажется, что даже если забить на эту табличку, то лифт все равно никуда не поедет. И не все цеха здесь заброшены. Вот пара крыш заводских помещений, заводских цехов, которые недавно перекрыты, и явно они используются. Так что недаром здесь стоят видеокамеры по всему заводу. История этого завода началась еще до Второй мировой войны, в 1936 году. Тогда он выпускал посуду. В послевоенные годы фабрика была национализирована и модернизирована, и производственная программа расширилась изделиями санитарной керамики, отделочной плиткой и канализационными керамическими трубами. Тогда в строительстве новых корпусов и расширении производства значительную роль сыграли молодежные бригады.
Фабрика принадлежала государству до конца 2008 года. 12 октября она была приватизирована за 1 миллион 126 тысяч евро. По некоторым оценкам, реальная стоимость предприятия на тот момент составляла более 8 миллионов евро. Однако уже в мае 2009 года прошли первые забастовки работников фабрики, вызванные неисполнением новым собственником обязательств по погашению задолженности по зарплате. А уже в середине 2010-х годов фабрика была признана банкротом. Предприятие находится в этом статусе и по сей день. На начало 2023 года, по оценкам конкурсного управляющего, на фабрике находится товарных остатков, то есть готовой продукции предприятия, которая остается на складах со времен функционирования фабрики, на сумму около 2 миллионов евро. И теперь мы вышли в рабочие мастерские. Посмотрите, какое здесь находится оборудование. Старое, кондовое, стальное. Одни тиски чего стоят. В этом корпусе удалось обнаружить действительно раритетное оборудование. Например, станок выпуска 1862 года, сделанный в Будапеште еще при Австро-Венгрии. Пожалуй, это самый старый станок из того, что мне доводилось видеть. Впрочем, остальное оборудование и инструменты, находящиеся в этом корпусе, похоже, тоже были не сильно новее. Ничего себе, гигантский штангенциркуль. И еще парочка могучих станков. Вот это явно что-то было для заточки инструмента или для шлифования. Здесь же баллоны для газосварки. Ну и куда же в рабочее помещение, как это здесь называется, радионица, куда же в радионице без портретов красивых девушек, которые потом придется на YouTube замазывать. И вот мы уже на улице. Тут, похоже, были какие-то хозяйственно-административные корпуса, лаборатории. Немного ошибся, тут была столовая. Очень похожа на столовую или буфет. А вот и логотипчик завода «Керамика». Расположен он на одном из фасадов цехов. Посмотрите, участок называется «Цеви», «Трубы». И тут мы можем даже видеть указатель, который тоже показывает, где участок труб. А мы сейчас отправимся в старый корпус с говорящим названием «Декор». Скорее всего, раньше здесь находилось что-то вроде дизайн-бюро завода, где создавали новые модели санитарной керамики. Или, проще говоря, унитазов и раковин, которые составляли одно из основных производственных направлений завода. Практически у входа нас ждет очень интересная находка. В этом здании расположена заводская АТС. Старая автоматическая телефонная станция, которая обеспечивала телефонную связь, скорее всего, для всей фабрики. И что интересно, состояние АТС почти идеальное, несмотря на то, что обычно они подвергаются разграблению одними из первых. И говоря о случаях мародерства на заброшенных объектах, сразу вспомнилась интересная история об этом заводе. Во время ковида на фабрике было совершено крупное хищение. Вскрыли 75 метров бетона и украли 5 тонн медного кабеля на сумму около 32 тысяч евро. Причем выяснилось, что кража была совершена сотрудниками ЧОП, осуществлявшего охрану фабрики. По дороге встречаются какие-то административные помещения, небольшой кабинет, календарик за 2013 год. А вообще календари очень здорово помогают ориентироваться по датам, когда прекратило работу то или иное предприятие. Какие-то схемы на столе, возможно, здесь находился инженер этого производства.
А вот этого я уж точно никак не ожидал здесь увидеть. Сгоревшая чешская Татра. Причем она так хорошо горела, и там позади стоит еще один самосвал, возможно, комплектный, но я уже не буду сейчас ходить тут кругами. Зато здесь хорошо видно, как выполнена звукоизоляция капота была. На бампере УЗ, если не очень опытный водитель, этот УЗ помогал ориентироваться с габаритами машины. Причем, походу, горел-то двигатель. Двигатель, кабина полностью выгорела. А вот еще машинка, экскаватор, вполне себе комплектный. Ну и вот так выглядит кабина управления этим экскаватором. Ого, вот это удачно я зашел. Даже не ожидал увидеть здесь брошенные машины. Честно говоря, совсем непонятно, когда банкротятся предприятия, когда останавливают работу предприятия, это еще можно понять. Но почему на территории остаются машины, либо эти машины были в собственности предприятия, что отчасти объясняет причину, по которой они остались здесь брошенными вместе с предприятием. Автопогрузчик, причем дизельный, не аккумуляторный, и русская десятка. Кто и зачем поколотил стекла у этих машин, вообще понять невозможно. Вообще я не понимаю вот такой вандализм на объектах. Еще одна машина, Юго. Еще масса спецтехники, трактора точнее, даже погрузчики. И все, по-моему, в очень даже приличном состоянии, если не считать побитые стекла. Вполне возможно, что эти машины полностью комплектны, и вполне возможно, что их можно было бы даже завести. Смотрите, здесь остались какие-то детали. Скорее всего, вообще эта техника находилась в стадии ремонта, и прямо так в стадии ремонта и была заброшена. Удивительно и грустно, когда так останавливаются предприятия, когда так бросают имущество, которое вполне могло бы еще приносить пользу. И даже не разобранные, не разворованные трансформаторы, что вообще крайне удивляет. Обычно первое, что при банкротстве предприятия начинают тащить, это разбирать всю электропроводку, трансформаторы, но тут это все живо. Вот такие тут корпуса. Это, вероятно, административный корпус. Тем временем мы отправимся еще в одно административное здание, сохранившее дух ушедшей эпохи. Многотомные архивы, как обычно собиравшиеся и хранившиеся годами, а потом оказавшиеся никому не нужными. Помещение канцелярии, где все застыло, словно бухгалтера и счетоводы вышли на перекур, оставив свои рабочие места на десяток другой минут, и больше не вернулись. Ну вот мы и добрались до весьма интересного места. Вот так делают унитазы. Любой из вас пользовался унитазом, но далеко не каждый может представить, как их делают и как они выглядят на определенных этапах производства. Весь этот цех занимался производством унитазов. Вот это все туда дальше, это все унитазы на такой вот почти финальной стадии готовности. И смотрите, какие вытяжки тут были. Явно работа была вредная и требовала хорошей вентиляции помещения. И какой шикарный пресс. Он явно очень старый.
наверное, почти сотни метров цеха под унитазы. И когда-то это все было, наверное, заставлено унитазами в стадии производства. А вот еще заготовки. И огромный цех. А вот и современная линия с унитазами. И цех готовой продукции, где все наши керамические друзья уже имеют свой привычный нам вид. Все, что можно здесь сказать, только вау, вот это да! И черный унитаз, словно черный лебедь в царстве белых лебедей. Ну что же, с очередным удачным залазом меня. Друзья, не забывайте поддерживать наш канал вашими лайками, репостами в соцсетях. Для вас это ничего не стоит, а YouTube считает это хорошим поводом для продвижения нашего видео. Поэтому ставьте ваши лайки, рассказывайте о наших роликах и о нашем канале в ваших соцсетях и подписывайтесь на канал, если вы еще этого почему-то не сделали. Всего вам самого наилучшего, друзья, и до скорых встреч!